Это был жаркий вечер в муниципальной клинике Санта-Мария в небольшом приграничном городе Сан-Хуан, в 30 километрах от мексиканской границы. Вечером оставались лишь пара врачей и медсестер. Доктор Алехандро Гонсалес, терапевт с многолетним стажем, только что закончил прием пожилой пациентки. Его помощница, медсестра София Моралес, помогла женщине дойти до аптеки. София работала с ним несколько лет, между ними сложилось молчаливое понимание. Заглянув в приемную, Алехандро увидел мужчину лет 40 и девочку лет 12. Мужчина был загорелым, с мозолистыми руками, нервно мял газету. Девочка сидела, обхватив живот, бледная, в потной футболке и свободных штанах. Алехандро вернулся в смотровую, ожидая, пока София подтвердит регистрацию. Медсестра вернулась и, дезинфицируя комнату, тихо сказала: «Доктор, с ними что-то не так. Нет документов. Мужчина держит девочку под контролем, почти не дает ей говорить». Алехандро задумался. Он вырос в этом городе, видел слишком много боли, но не привык отворачиваться. «Примем их», — сказал он, взглянув на часы. София кивнула и позвала пациентов. София начала проверку: давление, кислород, вес. Девочка вздрагивала от прикосновений. Показатели вызывали беспокойство. Давление высокое, вес ниже нормы. Алехандро пригласил ее на осмотр. Мужчина, назвавшийся Раулем, настоял остаться в комнате. Девочка, которую он назвал Марией, легла на кушетку. Живот был вздут и тверд. На легкое нажатие девочка едва слышно застонала. Она призналась, что почти не ела последние сутки, только пила воду. Доктор, внимательно наблюдая за состоянием девочки, предложил провести рентгеновское сканирование, чтобы исключить серьезные патологии. Рауль сразу напрягся, его лицо потемнело, и он начал горячо возражать, ссылаясь на якобы простое несварение. Однако Алехандро настойчиво объяснил, что без снимков нельзя поставить точный диагноз. После напряженной паузы Рауль нехотя согласился, сжав губы в тонкую линию. Мария, пошатываясь от слабости и боли, держалась за живот. Ее лицо стало еще бледнее. София быстро принесла инвалидную коляску, заботливо подставив ее к девочке. Мария с трудом пересела, все время избегая взглядов окружающих, а ее маленькие руки дрожали от напряжения и страха. Пока шла подготовка, Алехандро краем глаза наблюдал за Раулем, который метался по приемной, прижимая к уху мобильный телефон и что-то быстро шепча на испанском. Его лицо было напряженным, в движениях сквозила нервозность, а глаза беспокойно скользили по коридору, словно он ожидал опасности с любой стороны. Это не ускользнуло от внимания доктора. В рентген-кабинете Алехандро, невозмутимый и сосредоточенный, начал процедуру. Мария, лежа на холодной металлической поверхности стола, казалась хрупкой и беззащитной. Когда аппарат начал гудеть, девочка, словно набравшись последних сил, прошептала: «Пожалуйста, не отдавайте меня им». Ее голос был настолько слабым, что слова почти затерялись в шуме. Алехандро напрягся, сердце его болезненно сжалось. В этих шепотом произнесенных словах была паника, мольба о спасении и глубокий страх, которого невозможно было не заметить. Когда появились снимки, Алехандро наклонился ближе к экрану, его сердце пропустило удар. Внутри кишечника Марии четко выделялись десятки плотных овальных объектов, равномерно распределенных по всему пищеварительному тракту. Они были одинакового размера и плотности, с характерной формой, знакомой любому врачу, кто хотя бы раз сталкивался с наркокурьерами. Это были капсулы. Контрабанда. Внутри девочки спрятали наркотики. От осознания происходящего доктор почувствовал холод в груди. Один из объектов казался поврежденным, контуры его были размытыми. Это означало, что содержимое могло просачиваться внутрь организма.
Но Мария была всего лишь ребенком. Ее тело не выдержит даже малой дозы. У него не было времени на колебания. Каждая секунда промедления могла стоить ей жизни. Алехандро вызвал полицию и медслужбы, предупредив о смертельной опасности. В приемной он шепотом сообщил медсестрам о ситуации. Но Рауль заметил подозрительность. Он схватил Марию и потащил к выходу. Алехандро и два санитара кинулись за ним, но мужчина успел усадить девочку в машину и скрыться. Полиция прибыла через несколько минут, офицер Родриго Лопес принял описание. Поймать беглецов без документов было сложно, но они пообещали сделать все возможное. Прошло около часа. Клиника опустела. Алехандро, собираясь уходить, заметил на стоянке странность. Ускорив шаг, он почувствовал холод дула у спины. «Не двигайся!» — прорычал знакомый голос. Это был Рауль. Он привел Алехандро к заднему входу, где на земле лежала Мария в тяжелейшем состоянии. «Спаси ее!» — приказал он, не убирая оружие. Голос его дрожал от ярости. Алехандро медленно кивнул, тщательно скрывая охватившую его тревогу. Он осторожно поднял Марию на руки, почувствовав, насколько она была легкой и безжизненной, словно кукла. Быстро, но аккуратно он перенес ее в экстренный кабинет, где на автомате начал действовать. Подключил капельницу, чтобы восполнить жидкость, теряемую организмом. Затем принялся за срочное промывание желудка, стараясь минимизировать всасывание яда в кровь. Мониторы фиксировали нестабильные жизненные показатели. Состояние ее слегка стабилизировалось, но это было лишь временное облегчение. Тяжелая угроза оставалась. Без немедленного хирургического вмешательства девочка могла умереть в любую минуту. Алехандро знал это, как знал и то, что времени становилось все меньше. Вскоре подъехал черный фургон. Люди в масках вломились в клинику. Марию переложили на носилки, а Алехандро увезли с мешком на голове. Оказавшись на складе, привязанном к стулу, Алехандро увидел, как над телом Марии работают хирурги в масках, вынимая капсулы. В стеклянной комнате наблюдали Рауль и пожилой человек в дорогом костюме. Когда операция над Марией завершилась, главарь банды, мужчина с холодным безразличным взглядом, подошел к Алехандро. Он склонился к нему вплотную и тихо, но угрожающе произнес: «Теперь ты один из нас. Либо работаешь, либо прощаешься с жизнью». Алехандро почувствовал, как в груди нарастает холод ужаса, но виду не подал. Ему не дали времени на размышления. В это время в зал привели еще одного ребенка, мальчика лет 10, худенького, с большими испуганными глазами. Его буквально втолкнули на хирургический стол. Ассистенты начали готовить оборудование для новой имплантации. Алехандро понял, его заставят участвовать в следующем преступлении. Ему предстояло стать частью циничной системы, где дети превращались в живые контейнеры. Алехандро, наблюдая за беспорядочной подготовкой к операции, понял — ждать больше нельзя. Он использовал момент, когда один из ассистентов отвернулся, выхватил со стола скальпель и молниеносно обезвредил ближайшего охранника, нанеся ему точный порез по руке. Подняв выпавший пистолет, Алехандро, не теряя времени, направился к выходу. Он действовал хладнокровно, словно машина, ведомая только одной целью — спасти Марию. С боем прорвавшись через охрану, он добрался до кабинета, где, по его расчетам, должна была находиться девочка. Взломав замок найденным ключом, он ворвался внутрь и, увидев бледную Марию на больничной койке, сжал зубы, поклявшись, что выведет ее отсюда живой. Забрав телефон у одного из охранников, Алехандро сообщил полиции адрес склада. Спустя 10 минут сирены разорвали ночь пронзительным воем, разнося тревогу по округе. Полиция и спецназ стремительно окружили склад.
Алехандро, не теряя ни секунды, заблокировал дверь комнаты, где укрыл Марию, используя все, что смог найти. Металлический стул, шкафчик. Он действовал решительно, как человек, который знает, что за его спиной жизнь ребенка. Спецназовцы ворвались в здание и, увидев сопротивление Алехандро, быстро сориентировались. Они обезвредили охранника и взяли под контроль помещение. Мария была спасена. Алехандро, весь в ссадинах и с рваной одеждой, опустился рядом с ней на колени, убеждаясь, что она жива. Его сердце стучало в унисон с сиренами, не от страха, а от радости. Несколько месяцев спустя Мария жила с Алехандро. Он оформил опеку. Девочка начала учиться в школе, рисовала, постепенно избавляясь от страха. Но иногда по ночам она спрашивала: «Ты правда мой папа теперь?» И каждый раз Алехандро отвечал: «Правда. Навсегда». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.